Привет, друзья! Вы думали, в этом году я не приготовлю пасхальный кулич? А вот и нет, конечно приготовлю. Сегодня я вам покажу и расскажу, как именно я его делаю. Поэтому оставайтесь со мной, будет весело, душевно и, как всегда, с много улыбок. Если вам понравится рецепт, конечно, ставьте лайки, а если нет, дизлайки. Для меня это очень важно. Ну что, вы готовы? Если да, то, как всегда, следите за руками, а мы поехали! Прежде чем приступим к замесу теста, нам нужно подготовить пару ингредиентов. Это шафран и сухофрукты, изюм с клюквой, смесь. Нам нужно взять чуть-чуть шафран и его замочить в горячей воды. Этот шафран придаст нашего теста более такой насыщенный и красивый цвет, ну и чуть-чуть вкуса. А изюм и клюкву нам нужно замочить в роме. Я беру золотой ром, и если у вас нет рома, вы можете, например, в бренди, коньяк или тот алкоголь, который вам нравится. Заливаем так, чтобы все фрукты были в роме. Все, мы подготовились, теперь мы можем приступать к замесу нашего теста. В миску отправляем живые дрожжи и заливаем их в теплое молоко. Главное, чтобы оно не было кипяченым, чтобы наши дрожжи просто не умерли. И сюда мы отправляем вот 1 ложка сахара. И это все мы доводим до того состояния, пока наши дрожжи не растворятся. Теперь мы оставляем наши дрожжи, чтобы они просыпались. А пока они выходят из зимней спячки, нам нужно подготовить наши яиц. Нам нужно 2 яйца. Мы разделяем их на желтки и белки. Вот здесь у нас будет белочек. Чпунг. И теперь это 2 целых яйца. А вот эти 2 яйца, нам нужно только их желтки. Белок мы выкидаем. К желткам мы добавляем оставшийся сахар. И начинаем мешать, пока наша смесь не получит такой более белый цвет. Вот какая у нас консистенция получилась, кремовая, сахар чуть-чуть растворился. И видите, как она поменялась в цвете. Она стала бледная, такая, ну, бледно-желтая, скажем так. Теперь мы ее добавляем к нашим дрожжам. Теперь мы с нашей красивой маленькой ручки начинаем это все очень аккуратно мешать. После этого нам нужно белки сбить до мягких пиков, тоже с венчиком, и тоже их очень аккуратненько добавить в нашу смесь. Вот какая у нас воздушная пенка получилась. Они такие мягкие пики, можем так сказать. И теперь мы их добавляем к нашу смесь. И тоже очень аккуратненько с ручками это все замешиваем сюда. Теперь мы добавляем ваниль. Если у вас нету экстракта, ну или вы его не любите, вы можете добавить ванильный сахар. Я добавляю 1 вот такую ложку. Чпунг. И сюда мы отправляем ром. Тот ром, где наши сухофрукты мочатся, замачиваются, правильно замачиваются. Мы добавляем, чтобы наш кулич стал более такой ароматный, более такой вкусный. И я отсюда забираю 1-2 ложки. И сюда мы отправляем наш шафран. Главное, чтобы шафран через ситочку мы процедили. И теперь настал момент, когда мы будем уже добавлять муку. Я, наверное, не устану вам повторять, что когда вы будете что-то пекти, типа рогаликов, кузунаков или куличах, вам нужна мука, которая имеет большое содержание протеина, 12 и выше. Тогда ваша выпечка будет именно то самое, воздушное и хорошее. Я уже просеяла раз муку, и теперь мы ее будем просеивать еще 1 раз. Очень хорошо, чтобы она обогатилась кислородом, чтобы кулич хорошо поднялся и он был такой воздушный.
Просеиваем. После того, когда мы ее просеяли, вот тут где-то в центре нам нужно щепоточку соли. Это для баланса вкуса. И теперь мы начинаем это все очень аккуратненько вот так замешивать. Наше тесто сначала будет более тугое, мягкое, но более такое, знаете, тугое. А после этого мы постепенно будем добавлять не растопленное, а масло комнатной температуры. Когда у нас уже сухая мука не осталась, она вся уже в тесте, мы начинаем постепенно добавлять, вот видите, какое мягкое сливочное масло. Оно должно быть очень такое размягченное. И вот так постепенно, пока наше тесто не усвоит все масло. После этого у нас тесто будет такое мягкое, податливое, и оно не будет приставать к нам. Все, мешаем. Наше тесто готово. Посмотрите, первое. Оно не прилипает к рукам, потому что оно достаточно уже жирненькое. Потом, смотрите, насколько оно мягкое и податливое. И еще, что вам не нужно пугаться. Оно не держит форму. Если мы его поставим на руке, видите, оно постепенно начинает отпускаться. Это нормально, такое должно быть тесто для кулич. Оно не должно быть сбитое. У нас кулич должен быть мягкий, воздушный, пушистый, короче, ми-ми-ми-ми. Поэтому у вас такое же тесто должно быть тоже. Теперь мы его отправляем в миску и его оставляем где-то на час на расстойку. Обязательно мы его покрываем с полотенца или с пленкой пищевой, неважно. Главное, чтобы не был доступ воздуха, чтобы оно не засохло и корочка у нас не получилась. Ну все, его отправляем, чтобы оно росло, набиралось силами, и после этого мы с вами встретимся и продолжим наш рецепт. Прошло 40 минут, и наше тесто уже поднялось где-то в 2 раза. Сейчас я вам покажу. Вот какое оно. Видите, оно увеличилось в объеме. И теперь нам нужно добавить цедру одного апельсина. Добавляем только верхнюю часть. И нам нужно процедить наши сухофрукты, которые были оставлены в форме, чтобы они настаивались. Берем и через ситочко мы это все процеживаем. И прям вот так, я ничего не высушиваю, мы их добавляем в наше тесто. И все хорошо, мы перемешиваем, так чтобы все фруктики были в тесте. Наше тесто уже готово, весь изюм с клюквой находится в нем. И теперь нам нужно его переместить уже во форму, в которой он будет выпекаться. Сначала он должен подняться 2 раз, и после этого мы, конечно, будем его выпекать. Но если у вас нет формочки, как у меня, то вы можете взять свой любимый сотейник. Я его уже обработала со сливочным маслом и с мукой. Французскую рубашку называется эта техника, чтобы ничего у нас не прилипло. И теперь нам нужно это все переместить в наш сотейник. Давайте так, в нашу формочку. Вот чуть-чуть вот так его раздолбанкали. И вот, да, у меня чуть ниже середины моего сотейника. Теперь мы его, эта маленькая штучка, мы запихнем в мой второй сотейник. Конечно, он получится такой пикколо, маленький, но ничего страшного, тоже подойдет замечательно. Теперь мы его накрываем с помощью пленочкой или пакетика, без разницы, и его оставляем и еще один раз, чтобы он увеличился. Прошло 40 минут, и посмотрите, как наши куличи будущие поднялись. Помните, какой уровень теста был, да? И сейчас покажу вам мини. Посмотрите, мини как поднялся. Будет полноценный кулич. Я думала, конечно, не поднимется так, но не важно. Теперь нам нужно смазать их сверху с желтком и чуть-чуть молоком. Чуть-чуть, это пару капельки.
Я буду выпекать наши куличи при 180 градусов в течение 35-40 минут. Вот этот маленький буду где-то выпекать около 30-35 минут. Этот большой чуть дольше, потому что, понятное дело, там больше теста. Если вы хотите увериться в том, что куличи готовы, вы можете взять деревянную палочку, ее вот так всунута в середине кулича и ее вытаскиваете. Если палочка сухая, значит кулич готов. Если не сухая и есть тесто на нее налипшееся, значит нам нужно еще дальше пожарить наш кулич. После того, когда мы пожарим куличи, нам нужно их оставить на 15-20 минут в духовку, слегка приоткрытую дверку, так чтобы кулич не упал сразу при вот этой температурной разнице, да, там тепло, здесь как бы комнатная температура, там 180 градусов, тут 24 градусов. И чтобы не был перепад температуры, мы его оставляем, чтобы он чуть-чуть так поуспокоился на выключенную духовочку. И после этого мы ждем, чтобы они полностью остыли, и тогда мы будем их глазировать, будем делать глазурь. Ребята, наши куличи уже выпеклись. Вот посмотрите, вот этот большой какой получился, как он поднялся. Я его выпекала 45 минут. А вот этот маленький я выпекала 25. Вот какой няшный получился. Теперь нам нужно сделать глазурь. Я буду делать глазурь обыкновенно стандартная. Нам нужно отделить желтки от белков, и нам нужно с сахаром взбить белки до пиков. Сначала взбиваем на медленную скорость, и потом постепенно мы будем увеличивать. Вот какая глазурь у нас получилась. Видите, это такие пики получаются. И теперь нам нужно избавиться от венчиков. И мы сделаем нашу глазурь не белую. Я хочу ее сделать такую радужную. И сейчас вам покажу, как это все сделать. Только уберу венчики. Берем пищевые краски. Обязательно пищевые. Здесь сделаем маленький вот такой прорез. Потому что нам нужно здесь пару капелек. Оп. Теперь это мы отправляем в раковину, и я стала смурфиком. И то же самое мы делаем с нашу желтую красочку. Маленький разрез, и тоже вот так делаем пару капелек. Теперь берем деревянную палочку, вот так этого все размешиваем к серединке в раковину. Берем наш мини-кулич и вот так вмыкаем внутри и закручиваем. Вот закрутили, 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 и также мы вытаскиваем его снаружи. И вот какая у нас глазурь получилась. То же самое мы делаем и с нашим большим куличом. Кстати, смотрите, как краски раскрылись вот здесь. Поэтому будет очень-очень интересно. Берем, переворачиваем, вмыкаем и начинаем вот так этого все крутить. Оп! Вот смотрите, какой он получился. Тоже очень интересный и такой радужный. Теперь мы оставляем, чтобы наша глазурь застыла. И после этого мы ее будем разрезать и, собственно, вам показывать наши куличи. Ребята, наши куличи готовы. Мы их оставили на 12 часов, чтобы их глазурь схватилась. Видите, теперь она не липнет к нашими руками, и она такая более, знаете, как безешная. Теперь хочу вам показать, какой внутри кулич. Посмотрите на его красивый желтый цвет. И он
мягкий, очень хороший. И теперь мы его попробуем, как по традиции. Так, себе отрежем вот такой кусочек. И пробуем. Ром, ваниль. Кстати, чувствуется шафран. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Поэтому, если вы хотите сделать вкусные куличи на Пасхе, обязательно попробуйте рецепт. Я уверена, он вам понравится. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. И до новых вкусных встреч, ребята. Пока!